Тема малоуходного сада всегда была и остается актуальной. Однако многие считают, что такие сады особой красотой не отличаются. Ведь высокодекоративные растения требуют много сил и времени по уходу. Отчасти это так, но все же среди большого разнообразия декоративных культур есть и те, что в уходе почти не нуждаются. Подобные многолетники – просто находка для занятых и начинающих садоводов. Их выгодно иметь каждому, особенно тем, кто приезжает на свой загородный участок только по выходным или же особого опыта в выращивании растений не имеет. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на эффектные и неприхотливые многолетники, с которыми знакомы не все. Например, в декоративном садоводстве очень популярны разные сорта шалфея. Это растение не только красивое, засухоустойчивое, не требовательное к условиям выращивания и почвы. Шалфеи являются хорошими медоносами, и их используют в лечебных целях и в кулинарии. Каждый год со своих растений я заготавливаю на зиму ароматную чайную смесь. Но самое главное, что в уходе эти многолетники почти не нуждаются. Среди большого разнообразия шалфеев наиболее неприхотливым, долговечным и зимостойким видом считается шалфей дубравный. Среди этих многолетних растений стоит выделить сорт, который за свою насыщенную окраску, высокую декоративность и простоту в уходе был награжден премией от Королевского садоводческого общества Англии за заслуги перед садом. Это шалфей Карадонна. От других сортов и видов он отличается насыщенной сине-фиолетовой окраской удлиненных соцветий и обильным цветением с июня до сентября. В садах с мягким климатом цветение длится по сентябрь. Высота его пышных кустиков около 50 см и более. Яркие ароматные соцветия этого шалфея украсят садовые дорожки и солнечные цветники. Сине-фиолетовые цветочки долго сохраняют свою декоративность и красиво выглядят на фоне темно-пурпурных стеблей и сизо-зеленой листвы. Это растение станет отлично расти как в полутени, так и на постоянном солнце. Причем в своевременном поливе шалфей не нуждается. Он приживется даже на скудных грунтах и будет хорошо расти на суглинках. Единственное, шалфеи не любят кислый состав почвы и чрезмерное переувлажнение. Кроме всего, это растение очень приятно пахнет и обладает мощными инсектицидными свойствами. Благодаря эфирным маслам данный многолетник не подвержен грибковым заболеваниям и нападению вредителей. Из шалфея получаются эффектные пышные бордюры. В странах Европы, европейской части России, в Украине и Белоруссии этот многолетник выращивают без укрытия на зиму. Исключение – это молодые саженцы. В более холодных зонах кустики на зиму обрезают и мульчируют высоким слоем опавшей листвы. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом и посоветуйте другие высокодекоративные растения для малоуходного сада. Большое спасибо вам за ваши советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Если шалфей способен расти на сухих почвах и без своевременного полива, то следующий многолетник приживется даже на участках с высоким залеганием грунтовых вод. Это дербенник иволистный. Его вы можете высадить даже вблизи водоема и непосредственно в воду, заглубляя не более чем на 30 см. Это растение в народе еще называют плакун травой. А все потому, что при переизбытке влаги дербенник способен ее выделять через листву. Цветет обильно и ярко с июня до осени. Очень неприхотливый, зимостойкий и в уходе почти не нуждается. Высота пышных кустиков и окраска колосовидных соцветий зависят от сорта. Обычно размеры дербенника не превышают 50-70 см при полуметровой ширине, но есть и более рослые растения. Окраска бывает розовой, малиновой, сиреневой, даже пурпурной и фиолетовой. Дербенник растет как на солнце, так и в полутени. Это прекрасное растение для малоуходных садов и занятых цветоводов. Дербенник иволистный легко украсит любую территорию на все лето и никаких хлопот вам не создаст. Обратите внимание еще на один неприхотливый многолетник под названием кентрантус. Он относится к подсемейству валериановые и часто его называют красной валерианой. Однако таким специфическим запахом и лечебными свойствами, как валериана лекарственная, кентрантус не обладает. Зато он отличается своим высокодекоративным видом, обильным, ярким и длительным цветением. Его пышные соцветия распускаются с июня по сентябрь. Кентрантус создаст красивый фон в вашем саду. Высота его кустиков примерно 60-80 см, но есть и метровые растения.
Соцветия кентрантуса иногда сравнивают с сиренью. Существуют сорта с насыщенной розовой, красной и белой окраской. Это совершенно неприхотливый многолетник, с которым справятся даже начинающие садоводы. Кентрантус будет расти на полном солнце и в небольшом притенении. Почва неприхотливый и приживется даже на песчаных грунтах. В своевременном поливе и внесении удобрений тоже не нуждается. Его яркие соцветия будут радовать вас все лето, привлекая внимание даже издалека, а их приятный аромат создаст в вашем саду романтическую атмосферу. С помощью кентрантуса можно красиво задекорировать изгороди, альпийские горки и солнечные цветники. Его высаживают на склонах и в каменистых садах. Кентрантус любит свет, тепло и сухие участки, а вот переувлажнение в зоне корней и кислый состав почвы он не выносит. Сильные морозы красной валериане не страшны, так как ее травянистые побеги с похолоданием все равно отмирают. В садах с суровыми зимами основание растений лучше укрыть слоем листвы, торфом или лапником. Но учтите, что кентрантус нельзя высаживать в низинах, где будут застаиваться талые воды. Такие кустики могут сильно пострадать и даже погибнуть. В основном же это растение никаких забот вам не составит. Несложным также будет провести обрезку после первой волны цветения. Все эти растения совершенно неприхотливы в уходе и отлично подходят для ленивых и занятых садоводов. К тому же они очень красиво, обильно и долго цветут. С помощью этих многолетников вы сможете украсить свой сад на весь сезон до прихода осенних холодов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.